Планета во власти катаклизмов. Приветствую, вы на канале «Горизонт событий». В этом выпуске наводнение в Минске и огненный ад в Чернобыльской зоне. Сразу два мощных извержения вулканов в Японии и Индонезии. Пока Норильск засыпает снегом, а улицы Мексики превращаются в бушующие реки, жители Луизианы атакуют разрушительный град. О главных природных ударах к этому часу прямо сейчас. Сильный ливень, обрушившийся на Минск в пятницу, вызвал серьезные подтопления в различных районах города и парализовал движение транспорта. Основной удар стихии пришелся на западную часть столицы, в частности, на Фрунзенский и Московский районы. В городе было зафиксировано подтопление 7 участков дорог, их загруженность к вечеру достигла 10 баллов. Из-за большой воды временно останавливалось движение по 23 общественным маршрутам. Массовые сбои в графиках наблюдались на улицах Горецкого, Мазурова, Лобанка, Шаранговича, Гурского и Камайской. На улицах Мазурова и Лобанка спасателям пришлось эвакуировать легковые автомобили, которые не смогли самостоятельно преодолеть водные преграды. Вода также зашла на территорию частных домовладений. Несмотря на масштаб подтоплений, сообщений о пострадавших не поступало. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул масштабный лесной пожар, площадь которого к утру 8 мая превысила 1100 гектаров. Возгорание началось 7 мая на территории Апачетского природоохранного отделения, предположительно из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Ситуация остается крайне сложной. Из-за сухой погоды и шквальных порывов ветра огонь стремительно распространяется по лесным массивам, охватывая новые территории. Ликвидация пожара серьезно затруднена высокой минной опасностью. На отдельных участках спасатели вынуждены временно приостанавливать работу из-за риска подрыва на взрывоопасных предметах. Несмотря на интенсивное горение, МВД Украины и специалисты по радиационной безопасности сообщают, что радиационный фон в зоне отчуждения и на прилегающих территориях на данный момент остается в пределах нормы, хотя экологи предупреждают о риске повторного распространения радионуклидов вместе с дымовыми шлейфами. Ветер относит продукты горения в сторону Гомельской области Беларуси, где лесная охрана уже переведена в режим повышенной готовности. В пятницу утром на острове Хальмахера в индонезийской провинции Северные Малукские острова произошло мощное извержение вулкана Дукона. По данным вулканологической службы Индонезии, взрыв сопровождался мощным гулом. Столб густого пепла и дыма поднялся на высоту до 10-11 километров над уровнем моря, а шлейф выбросов распространился в северном направлении, создав угрозу для близлежащих населенных пунктов. В результате стихийного бедствия погибли как минимум 3 человека, еще несколько человек получили ранения, судьба некоторых участников восхождения остается неизвестной. Трагедия произошла в условиях действующего запрета на посещение опасной зоны. Группа из 20 туристов начала восхождение в четверг, проигнорировав предупреждающие знаки и официальное закрытие маршрутов, введенное еще 17 апреля из-за роста сейсмической активности. Власти планируют допросить гидов группы на предмет халатности, так как подъем проводился в запретной зоне радиусом 4 километра от кратера Малупанг-Вариранг. Вулкан Дукона остается одним из самых активных в мире, проявляя непрерывную активность с 1933 года. Однако нынешнее извержение специалисты называют одним из самых сильных за последние годы. В регионе сохраняется второй уровень опасности. Для авиации объявлен красный код из-за высокого риска попадания вулканических частиц в двигатели самолетов. В пятницу на север Красноярского края обрушился мощный циклон, принесший в Норильск обильные снегопады и штормовой ветер. Ночные осадки были настолько интенсивными, что к утру движение транспорта во многих жилых кварталах оказалось практически парализовано. Если на магистралях города работала специализированная техника, то проезды внутри микрорайонов скрылись под глубокими сугробами.
Жители Норильска столкнулись с серьезными трудностями при попытке добраться до работы. В некоторых районах города, таких как Талнах, ситуация потребовала вмешательства спасателей. Так, дежурный караул 40-й пожарно-спасательной части, возвращавшийся с вызова, пришел на помощь водителю легкового авто, который оказался в снежном плену и не мог выбраться самостоятельно. Администрация города обратилась к жителям с просьбой оперативно убирать личный транспорт из дворов, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники. Метеорологи ожидают продолжения снегопадов и сохранения минусовых температур вплоть до начала следующей недели. В мексиканском городе Лос-Мочес в штате Синалоа произошел пожар в популярном торговом центре Plaza Fiesta Las Palmas. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 8 человек, еще более 40 получили ранения и травмы различной степени тяжести. По предварительным данным следствия, возгорание началось в кухонной зоне одного из ресторанов или в магазине электроники Casa Ley. Огонь мгновенно распространился по зданию из-за обилия легко воспламеняющихся материалов в отделах одежды и игрушек и привел к сильному задымлению и частичному обрушению кровли. Работа экстренных служб осложнялась сообщениями о заблокированных внутри людях и возникшей в ходе тушения утечки газа. Пострадавшие были распределены по 5 городским больницам. Многие из них госпитализированы с признаками сильного отравления угарным газом. Губернатор штата Синалоа и представители федерального правительства уже подтвердили выделение помощи семьям погибших. 8 мая один из самых активных вулканов Японии, Сакурадима, расположенный на острове Кюсю, произвел мощное извержение. Основной взрыв был зафиксирован в кратере Минамидаке на вершине горы. Вулкан выбросил столб густого черного дыма и пепла на высоту около 3400-4400 метров над уровнем моря. Крупные вулканические камни и обломки породы разлетелись на расстояние до 2 километров от кратера. Из-за интенсивного пеплопада в районе аэропорта Кагасима и прилегающих префектурах Кумамото и Миядзаки серьезно сократилась видимость, что привело к отмене десятков авиарейсов и временному перекрытию части автодорог. Власти сохраняют запрет на приближение к вулкану ближе, чем на 2 километра. Жители города Кагасима, который находится в 8 километрах от вулкана через залив, призвали проявлять осторожность. Вулканологи отмечают, что текущая активность помогла ослабить давление внутри магматической камеры, однако предупреждают о вероятности повторных выбросов в ближайшие дни. Северная столица Мексики, Монтеррей, столкнулась с сокрушительным ударом стихии. Прохождение холодного фронта вызвало экстремальные ливни и град, которые в считанные часы превратили оживленные проспекты мегаполиса в бушующие реки. Наводнение парализовало движение на основных дорогах, оставив десятки автомобилистов в затопленных автомобилях. Особую тревогу властей вызвал подъем уровня воды в ручье Топо-Чико, который из-за переполнения грозил выходом из берегов и мог привести к еще большему затоплению города. Несмотря на хаос и значительный материальный ущерб в 16 муниципалитетах штата Нуэво-Леон, эксперты отмечают один положительный аспект. Аномальные осадки помогли существенно пополнить запасы воды в основных водохранилищах региона, что особенно важно после затяжных периодов засухи. Тем не менее, ситуация в регионе остается тревожной. Метеорологи прогнозируют продолжение дождей и возможность образования торнадо в приграничных районах в ближайшие дни. В пятницу сильная пыльная буря обрушилась на город Аль-Рас в провинции Касим в Саудовской Аравии. Причиной стихии стали мощные нисходящие потоки воздуха от кучново-дождевых облаков, которые подняли в атмосферу массы песка и пыли, сформировав гигантскую стену высотой до 2000 метров. Национальный центр метеорологии заблаговременно ввел в регионе красный уровень опасности из-за экстремального ухудшения видимости, которое в эпицентре бури стремилось к нулевой отметке. Ураганный ветер, порывы которого достигали 100 км в час, привел к серьезным нарушениям в работе наземного и воздушного транспорта, а также к локальным повреждениям инфраструктуры, повалил деревья и рекламные щиты.
Помимо провинции Касим, метеорологические предупреждения затронули еще 8 регионов страны, включая Эр-Рияд и Мекку, где нестабильность атмосферы сопровождалась не только пылевыми штормами, но и грозами с градом. Через южные регионы Польши прошел разрушительный грозовой фронт, вызванный мощной суперячейкой. Основной удар стихии пришелся на Опольское воеводство, где пострадали Глубчицкий, Киндижинско-Козельский и Стшелецкий повяты. Гроза сопровождалась экстремальными осадками, за короткий промежуток времени выпало от 20 до 35 мм дождя, что привело к локальным подтоплениям дорог и жилых построек. Крупный град, достигавший в диаметре 3 см, нанес серьезный ущерб сельхозугодьям и припаркованным автомобилям. Шквалистые порывы ветра, достигавшие 70-80 км в час, привели к многочисленным случаям падения деревьев на линии электропередач, из-за чего часть населенных пунктов юга страны временно осталась без электроснабжения. На борьбу с последствиями непогоды были мобилизованы сотни сотрудников пожарной службы, которые в течение всей ночи откачивали воду из подвалов и расчищали завалы. Метеорологи объясняют силу шторма прохождением активного холодного фронта, столкнувшегося с прогретыми воздушными массами, что создало идеальные условия для формирования долгоживущих суперячеек. Масштабный лесной пожар, вспыхнувший еще в конце апреля в районе горного массива Монте-Пизано в итальянской Тоскане, после интенсивной борьбы с огнем более недели, в конечном итоге был ликвидирован. Очаг возгорания возник на горе Фаэта со стороны провинции Лукка и из-за сильного ветра быстро распространился на территорию провинции Пиза, затронув муниципалитеты Сан-Джулиано-Терме, Капаннари и Вико-Пизано. Причиной пожара, по предварительным данным следствия, стало неосторожное обращение с огнем при сжигании обрезанных ветвей оливковых деревьев 2 местными рабочими, в отношении которых прокуратура Лукки уже начала расследование. В период наиболее активной фазы пожара стихия охватила площадь около 800 гектаров ценных лесных угодий. Из-за непосредственной угрозы жилым домам в населенных пунктах, таких как Асчано, власти провели экстренную эвакуацию порядка 3500 человек. В тушении пожара была задействована беспрецедентная группировка сил, более 1000 пожарных и волонтеров, а также авиация в составе 5 самолетов и 3 вертолетов, сбрасывавших воду для локализации огненного фронта. Экологи отмечают катастрофический ущерб местной экосистеме, восстановление которой займет десятилетия. В небе над бразильским муниципалитетом Кокал-де-Телья в штате Пиауи наблюдалось радужное свечение кучевого дождевого облака. Края массивного облачного фронта окрасились в яркие перламутровые тона, создавая эффект радужного нимба вокруг вершины штормового скопления. Это оптическое явление возникло в результате дифракции солнечного света на мельчайших каплях воды и кристаллах льда, из которых состояла верхняя часть облака. Интенсивность цветов была настолько высока, что явление оставалось отчетливо видимым в течение нескольких десятков минут, что не характерно для таких быстротечных процессов. Утро пятницы превратилось для жителей прихода Пуэнт-Купи в настоящий экстрим. Мощный грозовой фронт, пронесшийся через центральные районы Луизианы, обрушил на небольшие поселения Бачелор и Иннис разрушительный град, буквально изрешетивший местность ледяными снарядами. Шторм сопровождался сильным ветром, который с легкостью вырывал крупные ветви деревьев и обрывал линии электропередач, оставляя сотни домохозяйств без света. Несмотря на серьезные повреждения машин, поврежденный сайдинг и разбитые окна, по предварительным данным обошлось без пострадавших. Метеорологи предупреждают, что расслабляться рано. Штормовая система продолжает свое движение на юго-восток, вызывая угрозу внезапных наводнений вдоль межштатного шоссе 10 и в районе Батон-Руж. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.